Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео я вам покажу, какие настройки я использую для торговли. Если вы их установите, я думаю, вам будет более легко заходить в позиции, определять время входа и место входа. Итак, важная очень такая настройка – это Боллинджер. Боллинджер у нас выделен голубым. Это интервал такой, да, который как бы окружает график сверху и снизу. И средняя линия, вот это тоже по Боллинджеру, она высчитывается как МА примерно. Так, давайте посмотрим настройки теперь Боллинджера. У меня идет длина 21, то есть используется 21 интервал для расчета значений по Боллинджеру и множитель 2. То есть в 2 раза выше или ниже от высчитанного значения идет изменение вот этого интервала. Так, я выделила настройки голубым цветом, это верхняя и нижняя граница, и сереньким цветом среднюю. Так, и следующее у меня идет это МА. МА, как вы видите, у нас есть много вариантов, но мне хватает МА 50 и МА 200. То есть вы можете тоже выбрать цвет, который вам более-менее комфортен, чтобы их было точно видно четко, и чтобы они, конечно, не пересекались с другими индикаторами. Что обозначает МА? Это средние скользящие, которые высчитываются, соответственно, за 50 интервалов прошедших и за 200 прошедших интервалов. Та, которая за 50 интервалов, она более такая подвижная, а за 200 интервалов более сглаженная. Вот она у меня голубого цвета. Если мы сейчас пока отключим Боллинджер, чтобы вам было ее лучше видно. Как определяют многие по средней скользящей вообще направление движения графика? Если средняя скользящая 50 пересекает вниз среднюю скользящую 200, то это значит, что будет падение. И вот только я начала про это говорить, и вы видите, также очень многие трейдеры думают, поэтому вот у нас пошло резкое падение. Это больше 0,7%. Для Этериума и биткоина это достаточно много. То есть, видите, это считается, если график пересек МА50 пересекла М200 вот тут вот, да, это как бы золотое считается сечение, а если обратно пересек, то это не золотое. То есть это очень такое опасное, свидетельствует о дальнейшем снижении. И, соответственно, многие трейдеры, они, видя вот этот вот крестик, они просто скидывают, закрывают свои позиции или открывают шорт. Поэтому вот мы увидели такое как бы активное снижение, вот прямо сейчас идет. Вот, но на минутном интервале, конечно, это для скальперов очень важно. Давайте посмотрим на 15-минутном интервале. Тут у нас пока что еще все спокойно. Тут у нас идет возрастающая, да, МА средняя за 200 интервалов и за 50 тоже возрастающая. Вот она вот тут вот пересекла. Но, как вы видите, пересечение, оно довольно такой индикатор запоздалый, потому что вот рост у нас шел вот такой вот уже значительный, и только вот тут, когда стабилизировалась уже цена, то есть первая волна роста прошла, то тут только оно пересекло и пошло дальше. Но это является более таким точным индикатором. Если вы хотите лонговать, то вот тут вот в верхней части лучше всего лонговать. Дальше, когда она сейчас более выравнивается и, скорее всего, может пересечь, допустим, в обратную сторону, тогда все в основном начинают шортить. Так, но сейчас пока оно отскочила практически от вот этой средней скользящей. Вот тут слева сверху мы видим голубенькие показатели этой МА200 и МА50. То есть очень часто цена отскакивает от средней после коррекции. И
таким образом, зная вот эти цифры, вот тут сверху, да, вы можете ставить на покупку, например, если это лонг, цифру чуть выше, чем МА средняя. Вот. И, соответственно, стоп ставить чуть ниже. Вот. Но, как мы видим, тут немножко, чтобы других стопы выбить, чуть-чуть ниже она сейчас прыгнула. Так, теперь посмотрим на час. На час тоже сейчас все растет, видите, все идет вверх. И МА-200 выровнялась вверх, и МА-50 тоже вверх. И тоже она вот отскочила от 50 пока что. Вот, и если задержится выше, то есть шанс, что чуть-чуть будет еще тут держаться цена. Если же пойдет ниже, то тут может колупаться тогда между 50 и 200. Так, ну и 4-часовой интервал у нас тоже МА-50 разворачивается вверх. И если продолжится вот такой вот рост, то, возможно, скоро они тут встретятся, и будет тогда очень хороший признак на рост. Ну и давайте дневной интервал мы посмотрим. Тут у нас пересеклось пока не очень удачно, но все равно хочет оно уже немножко разворачиваться, МА-50. Вот, это такие показатели, которые используют все трейдеры, и если вы их будете использовать, это не обязательно, но это вам сыграет на руку, и вы сможете не натупить, когда все явно видят, что идет, допустим, шорт, не заходить в лонг. То есть, как вы видите, сколько мы разговариваем, но на минутном интервале он пересек вниз и какое-то время сейчас падает. Вот, как только начнется рост и он пересечет вверх, например, то все начнут масштабно покупать. Вот, но опять же, смотрите по истории, видите, тут была небольшая такая просадка и вверх пошло. То есть все нужно сравнивать все показатели и все индикаторы. Вот тут, да, вот было такое снижение, снижение, снижение. Это минутный интервал, то есть довольно недолго оно было. И потом пошел рост. Вот. Поэтому кроме, конечно же, одного индикатора нужно смотреть в комплексе другие, но пока вот давайте разбирать по очереди каждый индикатор, а потом уже комплексно все остальные. Вот, и я начну серию таких видео для того, чтобы вы смогли еще раз научиться, убедиться в своих знаниях и более правильно заходить. Сейчас вот значительно повысилась волатильность на всех криптовалютах. Вот я сейчас смотрю Ethereum BUSD. Почему Ethereum? Ну, потому что он, в принципе, так же прыгает, как и биткоин. Почему BUSD? Потому что сейчас идет акция у Binance. Если торгуете на фьючерсах в парах с BUSD, то вы также зарабатываете на комиссии, если вы являетесь мейкером и если вы делаете покупку или продажу по лимиту. Если же по маркету, по рынку, то тогда вы платите комиссию. Но если вы торгуете по лимитным заявкам, по лимитным ордерам, то тогда вам платят комиссию, и вы можете на них заработать. Для довольно больших позиций очень интересная такая акция, и я довольно хорошо выхожу в плюс, даже если когда-то там зайду неправильно и ну, закрою сделку в ноль, то все равно на комиссии я зарабатываю благодаря вот этой акции. Поэтому вот сейчас у меня тут открыто BUSD. Если вы откроете другие криптовалюты, то, соответственно, ну, тоже можно посмотреть на вот эти вот MA и Боллинджера. И везде ситуация одинаковая с этими графиками. Вот, давайте теперь еще раз включим Боллинджер, выключим MA.
Что нам показывает Боллинджер? Боллинджер, он тоже очень круто показывает точки входа. Давайте возьмем, например, дневной интервал. Как вы видите, он вот эти границы, верхняя и нижняя, довольно четко ограничивают движение графика. И понятное дело, что это все индикаторы, которые рисуются по результатам торговли, то есть по результатам закрытия каждой свечи. И если идет вот тут вот сильный рост, то и сам график тоже по чуть-чуть подстраивается. Но в общем он дает более-менее понятное впечатление о том, куда движется цена. Вот, если он тут был, видите, пересек среднюю линию, то тут пошли большие покупки. И потом он все время была лонговая ситуация в основном, пока он был в верхней части графика. Потом, как только он приблизился к средней линии по Боллинджеру, то сразу пошли большие продажи. И потом была такая более-менее шортовая ситуация в нижней части графика, прям такие резкие большие падения были. Вот, тут и тут. Да, и еще то же самое, видите, вот он иногда доходит до верхней границы и отскакивает от нее, иногда доходит до средней границы и отскакивает. То есть, если больше шортовая у нас ситуация, то есть рынок идет вниз, то очень часто он просто доходит до средней линии. И включая этот индикатор, вы как раз можете правильно определить точку входа для шорта или правильно поставить стоп для шорта. Да, если вы тут зашли, допустим, в шорт, то вы можете подождать до сюда, тут поставить стоп, чтобы немного терять денег и все-таки потом заработать. Так, и вот у нас пока шортовая ситуация. Видите, сейчас у нас был рост, и мы приблизились к средней вот этой вот линии. И опять же, сегодня, если это дневной интервал, если пойдут большие покупки, то мы ее пробьем. То есть, как вы видите, когда было пробитие, то тут очень такой довольно большая свеча была. И вы сможете как бы довольно хорошо заработать. Но опять же, если будет вот такая ситуация, то есть дошли до средней и отскочили вниз, дошли до средней и отскочили вниз, то смотрите аккуратно. Сейчас только вот открылись американские рынки несколько минут, поэтому волатильность может как раз показать нам, куда хочет идти эта свечка. Так, ну давайте смотрим еще раз минуту. Вот ровно в 30 минут открылись американские рынки и пошло резкое снижение. И вот он дальше идет. На минуте эти волны Боллинджера, они, конечно, очень подстраиваются под аномальные движения, но вот на дневном интервале, на 4-часовом, довольно так хорошо можно проанализировать график. Но тут очень похоже, что может пойти вниз, особенно если оно закроется ниже вот этой вот зеленой свечи. Будем смотреть, что сегодня покажет цена. Но вот на 4-часовом, опять же, он вот такую сделал хорошую волночку. Может оттолкнуться отсюда, то есть от средней вот этой линии. Видите, как тут вот он начал немножко все-таки делать восходящий канал на 4-часовом. Или же все пробить и пойти вниз. Так, и на час мы видим, что тут даже не успевает график подстраиваться. Что еще хочу тут на часе очень показательно. Всегда вот в этом индикаторе Боллинджера тут хорошо видно, как чередуются интервалы с большой волатильностью. Вот, например, вот это, да, широкий такой диапазон. С интервалами с более низкой волатильностью. И они всегда так чередуются, и можно
вот проследить, тут была высокая волатильность, тут уже такой зауженный диапазон, значит, скоро что-то будет, да? И тут пошла опять большая волатильность, и опять у нас зауженный диапазон. И сейчас пошло уже 2,5% падения. Вот на 15-минутном интервале мы видим, даже график не успевает нарисоваться. Значит, тут у нас тоже уже 2,4% падение и идет дальше отскок. То есть смотрим. Тут непонятно, да, почему он тут остановился, цена. На 4-часовом тоже еще не дошло сюда. Единственное, что вот мы на дневном интервале видим, откуда он отскочил. То есть от средней линии по Боллинджеру. Так, и теперь еще минутный интервал мы смотрим. Ну, тут пока разворота не видно, то есть он идет вниз. Видите, открылась Америка и сразу пошли большие объемы. Так, следующее, что еще я вам хотела сказать. Давайте все-таки, чтобы знать, откуда он отбился в этот раз. Включим МА. Так, 15 он пробил. Час тоже пробил. То есть, возможно, теперь будет колупаться в этих пределах. Вот. 4 часа. Ну, возможно, он идет вот к этому 4-часовому значению МА50. Вот. Все-таки, даже если идет падение, оно не бесконечное, и к какой-то цели оно идет. То есть тут можно ставить, например, покупку, кто хочет долго ждать. Кто хочет, можете шортить до этого момента. Но я, конечно, не гарантирую, что он до сюда дойдет. Но так более-менее видно в цифрах. Так, и еще раз, чтобы убедиться. Боллинджер, ну по Боллинджеру вообще, в принципе, может дойти до 2160. Тут еще непонятно, это дневной интервал. Это будет, если падение, то довольно долго. Так, ну, нет, не могу сказать, что прям сильное падение, да, что сейчас уже началось. Все-таки по нескольким минутам сказать очень сложно. Но то, что мы вот в самом начале на минутном увидели даже вот этот крест, то сразу можно было открывать шорт и заработать 2,5% даже на биткоине или этериуме. А на других криптовалютах, на альткоинах, понятное дело, что цена изменилась еще больше. Вот, поэтому все, кто успевает, следите за графиками, следите за Боллинджера и МА, выставляйте показатели, вот как я тут показывала в настройках. Возможно, вы другими какими-то еще пользуетесь. Конечно же, мы используем еще объемы и еще другие индикаторы в TradingView, но пока в Binance вот эти самые более-менее интересные. Конечно же, еще RSI, но по нему я сниму отдельное видео. Там нужно более внимательно рассматривать вопрос. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Пока-пока.